Привет, физкультурники! Ну что, сегодня мы снимаем видео про травмы, а если быть более точным, про травмы спины. Что я имею в виду? У меня есть грыжа, и уже лет 10, если не больше, в общем-то, она меня не беспокоит. Да, иногда побаливает спина, но так, чтобы прямо аж вылазить оттуда диск, чтобы он выходил наружу и давил на нерв, так что аж больно, уже реально уже как минимум лет 10 не было. Вот, и недавно у меня это случилось, и, естественно, при такой травме тренироваться невозможно, потому что у тебя болит спина, ты кривой ходишь, ты ничего сделать не можешь. И что нужно делать в таких ситуациях? Сегодня мы об этом поговорим, не обо всех прямо ситуациях, а конкретно о моем случае. И если вам это подойдет и чем-то поможет, будет хорошо. Если вы захотите, чтобы я снял что-то более подробное про другие ситуации, можно будет об этом говорить, просто напишите в комментариях. Итак, друзья, о чем же мы сегодня с вами будем говорить? Грыжи, что с этим делать и как при этом тренироваться. Итак, прежде всего, прежде чем мы начнем, как всегда, друзья, лайк, подписка. Вам не сложно, мне приятно, а YouTube полезно для продвижения моих видео. Ну что, народ, погнали! Говорить мы будем следующее. Как я сказал, у меня была грыжа, которая вот вылезла приблизительно 3 недели назад и начала болеть. Естественно, первую неделю я, естественно, вообще ничего не мог делать. То есть мне было больно, я там еле двигался, весь кривой такой ходил, перекошенный, да. Вот. И, конечно, ни о каких тренировках речи быть и не могло в таком состоянии. Но потихоньку она достаточно быстро начала у меня возвращаться назад, спокойно отходить. Боль спадала потихоньку, опухоль спадала, вот эта, которая там выходит наружу из самого диска и давит на нерв. И уже к концу недели я начал, в общем-то, потихоньку тренироваться. Но я вначале тренировал чисто верх тела. Окей, я на низ тела и уж точно не низ спины и таза, все это вообще не трогал никак. То есть ни ноги, ни таз, все, что ниже пояса, я не тренировал, естественно. Ниже даже нижней части спины больше, правильнее будет сказать. Вот. И уже где-то к середине второй недели я уже начал потихоньку добавлять ноги. Сейчас уже тренирую ноги тоже. Я стараюсь тренироваться так, чтобы не нагружать нижнюю часть, все еще, да, стараюсь тренироваться так, чтобы не нагружать нижнюю часть спины, потому что это все еще опасно. Я проверяю, ну как опасно, это не опасно, просто я в некоторых упражнениях попробовал, чувствую, что она напрягается чуть-чуть и не так, как мне хотелось бы. И поэтому я просто перестал это делать для того, чтобы пока не провоцировать спину. Вот. Но я, да, тренирую ноги и, да, тренирую низ. И теперь, есть, в общем-то, можно сказать, варианта 3. Да, если вам совсем плохо и у вас очень сильный какой-то естественно, вначале вы ничего не делаете, но когда потихоньку все начинает отходить, вы можете начать делать такие простые упражнения, всякого типа простые упражнения на полу. Мы на этом не будем сейчас останавливаться. Следующий уровень, когда вам уже становится полегче, вы можете уже добавлять, вот как у меня было к концу первой недели, вы уже можете начинать добавлять какие-то тренажеры в работу, да, статические тренажеры, где спина, нижняя часть спины не напрягается, вы ничего с этим не делаете. В общем-то, работа только наверх. На низ, ну, может быть, можно было бы что-то типа степ-ап делать, но если вы способны контролировать и очень аккуратно подниматься и спускаться на одной ноге с той нырячки, то можно. Но, в общем-то, там в основном только верхняя часть спины. И третий вариант, и последний, это когда мы уже начинаем включать в тренировку ноги. То есть, друзья, что я имею в виду, когда я говорю, что мы начинаем включать ноги? Это те упражнения, которые не напрягают нашу нижнюю часть спины. Это, в общем, упражнения, которые работают там на ягодичные, да, там всякие степ-апы, и можно даже сквот делать, и какое я расскажу чуть дальше. Вот, и такие легкие, это не совсем легкие упражнения, но упражнения, при которых мы не сильно напрягаем или вообще не напрягаем нижнюю часть спины. Кстати, когда у вас уже второй уровень, когда вы начинаете уже тренироваться с тренажерами, в общем-то, можно часть из этих упражнений тоже уже выполнять. Например, такой как тазовый мост, да, хип-траст. Его, в общем-то, с весом тела уже можно полегоньку, потихоньку делать, если вы можете при этом не чувствовать никаких болей и каких-то резких таких ощущений в нижней части спины. Вот. Но мы сказали, мы сегодня говорим о ситуации, которая была у меня, то есть у меня достаточно быстро все начало отпускать, и я начал тренироваться, и уже сейчас у меня 3-я неделя, даже конец 3-й недели, и я уже даже несколько раз тренировал ноги. Поэтому я хочу показать вам, какие упражнения я, в общем-то, делаю сейчас при травме своей спины и при грыже, которая у меня уже практически, надеюсь, что уже на следующей неделе смогу вернуться к нормальным тренировкам, прошла. Итак, народ, поехали смотреть. Так, друзья, первое, учтите и берите в расчет то, что я вам показываю все упражнения в кроссфит-боксе. У нас здесь нет обычных тренажеров, которые есть в зале. Если вы тренируете в зале, у вас, естественно, там намного больше опций, что можно делать и с какими тренажерами. В данном случае мы пользуемся тем, что у нас есть. Итак, первое упражнение. Наверх груди. Наверх груди, извиняюсь. Блядь.
Криво штангу поставил. Итак, первое упражнение, которое мы делаем, это грудь. Мы можем тренировать грудь. Да, мы ее тренируем. Итак, как же мы ее тренируем? Первое, что нужно сделать, и запомнить, друзья, чтобы не напрягать. Мы не делаем мостиков и не напрягаем поясницу, как в обычном жиме лежа. Да, мы ставим ноги, такой больше, по-моему, это бодибилдерский такой, да, вариант. Мы ставим ноги на скамейку, прижимаем нижнюю часть, нашу поясницу скамейки, да, стараемся удерживать ее неподвижно. Естественно, сводим лопатки, как обычно, при этом держим поясницу на скамье, небольшой прогиб груди. И в такой вот позе мы можем с вами, удерживая поясницу ровной, тренировать грудь. Окей? Это первое упражнение, которое мы можем включить в нашу работу. Я на этом упражнении делал как и на многоповторку, как и на силовой вариант. То есть я там тренировку сделал так, тренировку так. Естественно, можно также включить в гантели. Здесь я бы включил, но с гантелями надо чуть поаккуратнее, потому что там все-таки свободные веса в каждой руке свой, чтобы, не дай бог, где-то что-то не перетянуло или не начало скосить из-за того, что одна рука устает раньше, и вас будет включаться в спину, чтобы стабилизировать ваше тело, и может привести к болевым каким-то ощущениям. И лучше с этим не рисковать, но, в общем-то, если вы в себе уверены, можно также гантели использовать. Окей, это у нас первое упражнение. Поехали дальше. Следующее упражнение. Его лучше, конечно, делать, это жим на плечи, но я бы его посоветовал, конечно, делать, во-первых, уже совсем под конец, когда вы уже совсем уверены, что спина практически прошла. И я бы его, конечно, посоветовал делать с упором, да, на спинку, у кого есть эти скамейки, которые поднимаются вверх, и можно упереться, чтобы немного еще снять больше напряжения с нижней части спины. Так как у меня нет, я делал это так, но при этом я старался держать ровно спину, не дергаться, не двигаться. Да? То есть, в общем-то, можно делать как обычные жимы, окей, как жим Арнольда. Окей, все это можно аккуратно делать при условии, что вы не чувствуете какого-либо дискомфорта в вашей спине, что она держит этот вес, что вы способны это делать и что вам не больно. Окей, потому что если что-то не так, лучше, конечно, с этим повременить. Как я сказал, такое упражнение я уже начал включать потихоньку под самый конец, когда уже чувствую, что спина в том состоянии, в котором тогда может это делать. Ранее я бы ни в коем случае не включал бы пока такие упражнения. Упражнения на спину. Как я сказал, мы не в зале. У меня здесь есть, у меня есть зал, где я хожу, тренируюсь, и там я тренировал спину, да, я имею в виду верхнюю часть спины. То есть, опять же, это уже более поздний, такой, если скажем, в третьей стадии уже, да, восстановления. Это более поздняя такая стадия. То есть я там выполнял такие вещи, как тяги груди, можно делать тяги за голову аккуратненько, и при этом не отходя, стараться не падать назад. Знаете, как обычно делается тяга груди, когда люди делают, уходят назад, не делать этого, стараться сидеть ровно, поэтому даже за голову в этом плане было бы лучше, но можно также и груди, если вы не сильно отклоняетесь. И тяги к поясу, да, то, что у нас называется роу, можно тоже делать уже на всяких машинах. И если но при этом тоже надо учитывать, что если вы это делаете, вы должны брать в расчет, что вы не отклоняетесь спиной, вы сидите ровно, не двигаетесь совершенно, 90 градусов в тазу, ноги впереди, корпус ровно, и вы тянете к вашему животу без всяких отклонений, откачек, чтобы ни спины никак не работало, не включалась в работу. И под самое уже, если совсем хорошо, легко, и уже можно потихоньку даже начинать включать подтягивания, но с этим тоже лучше не спешить. Друзья, с ногами можно делать самые простые. Гоблет сквот на скамейку. Начинаем на скамейку, то есть держим штангу. Извиняюсь, микрофон. Держим штангу, штангу, чтобы вы понимали. Держим гирю на груди и аккуратно, не спеша, садимся, переносим обратно вес, встаем. Окей, спокойно, не спеша, пытаемся почувствовать, что со спиной и как. Если нормально, все хорошо, можете попробовать взять гирьку чуть потяжелее. Но для начала, самый первоначальный уровень, это садиться именно на скамейку, делать гоблет вот на скамейку, а не опускаться вниз. Это первое упражнение ноги. Следующее, которое мы можем начать делать, это степ-ап. Итак, друзья, следующий у нас есть степ-ап. Что мы здесь делаем? Как я вам говорил раньше в самом начале видео, если вы в состоянии
То есть, что значит состояние? Если вы, во-первых, в состоянии поднять себя на одной ноге, да, что достаточно сильная нога, это раз. Второе, опять же, спину мы тут стараемся не напрягать. Третье, самое важное, это когда мы опускаемся, мы не должны падать, чтобы не было вот этих вот бум, пяткой на пол, да, вы должны аккуратно, медленно опуститься. То есть тут больше работа в опускании, чем даже в поднимании себя вверх. То есть мы больше концентрируемся на опускании тела вниз. То есть перенесли вес на рабочую ногу, аккуратненько встали, опускаемся, спокойно, медленно, не спеша, опустились на ногу. Да? Опять перенесли вес, встали, опускаемся, опускаемся, аккуратно встали на ногу. То же самое со второй ногой. Поменяли и поехали. Поднялись и опустились. У меня правая нога слабее, чем левая. Интересно, хотя я правша. Поднялись. И аккуратно, 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 медленно опускаемся. Важно опускаться, концентрироваться на опускании вниз медленно, чтобы не было ударов об землю. Это второе упражнение. И третье, последнее упражнение на сегодня на ноги. Если уж вы совсем себя хорошо чувствуете и уже можете держать какой-то вес, советуем попробовать именно вот это приседание. Последнее упражнение на сегодня – это приседание со штангой. Но это не бэк-сквот, не фронт-сквот и даже не оверхед-сквот. Это зерхер-сквот. Окей? Наверняка вы слышали, наверняка вы его делали. Я, честно сказать, до этого момента вообще его ни разу не делал. Он мне не очень нравится. Вот это вот держание на руках штанги давит на мышцы, потом болеет. Ну, не знаю, вот такое нежное, мне больно. Поэтому я его, в общем-то, до этого момента не делал. Но вот так вот, как случилось со спиной, я стал его делать, потому что надо хоть как-то приседать и добавлять какие-то веса. Итак, ровно встаем, держим штангу близко к телу, окей. Ногами можно, тут даже, мне кажется, можно стать чуть пошире, для того, чтобы руки не сильно ударялись в ноги, и чтобы можно было их пропустить вниз. Итак, главное, удерживаем спину ровно и садимся. Если вы не можете сесть до параллели или ниже, не страшно. Особенно с такой смотрой. То есть я сейчас могу, я не ищу никаких болевых ощущений, мне легче. Но если вы не можете, даже если вы чуть-чуть не досядете и будете садиться в такой, тоже нормально. Главное не падать вперед, чтобы не было никаких дополнительных нагрузок на спину. Стараться держать ваше тело ровно и приседаем. Окей, и почему его можно? Почему его можно, друзья? По одной простой причине. Потому что здесь центр тяжести намного ниже, чем когда мы держим штангу наверху или вообще над головой. Окей, поэтому нагрузка на нашу спину, она будет немного легче. У нас тут, получается, штанга висит на руках, она практически на уровне со спиной. Это значит, центр тяжести очень низкий, и в этом плане нагрузка на спину идет намного меньше, чем когда мы держим штангу наверху. Поэтому, в общем-то, если вы уже в том состоянии, когда у вас более-менее нормально все со спиной, и вы чувствуете, что можете делать какие-то более такие серьезные силовые упражнения, обязательно возьмите, включите это и сделайте. Начните с небольших весов, но потихоньку можете их добавлять. Вот таких вот 3 упражнения на ноги, которые я бы посоветовал, когда вы уже практически выздоровели, но еще не совсем, и которые можно делать и даже уже можно со 2-го уровня начинать делать, но там, как я сказал раньше, я бы начинал вначале с именно гоблет-сквота на скамейку, потом бы добавлял бокс-степ-ап, а уже под конец, когда совсем хорошо, уже начал бы добавлять именно зерхер-сквот. Ну, это как я, в общем-то, и сделал.